Площадь Святого Георгия, главная городская площадь Валетты, Мальта, расположенная в центре города. Она также известна как Дворцовая площадь, поскольку выходит на дворец Великого Магистра. Площадь ограничена улицей Республики на юго-востоке, улицей Старого театра на юго-западе и улицей Архиепископа на северо-востоке. Она связана с площадью Республики на юге. Площадь доминирует над главным фасадом Дворца Великого Магистра на ее юго-восточном конце. В конце XVI века на ее месте были построены 4 отдельных здания, которые позже были объединены в один дворец, ставший резиденцией великих магистров-госпитальеров, которые в то время правили Мальтийскими островами. Здание постепенно изменялось и украшалось последующими великими магистрами, и его нынешняя конфигурация восходит к середине XVIII века. В настоящее время во дворце находится канцелярия президента Мальты, и он открыт для публики как музей. Северо-западный конец площади состоит из здания, известного как Канчелерия, которое было построено в начале XVII века во время правления магистрата Алофа де Винекура. В начале XIX века к его фасаду был добавлен характерный неоклассический портик, который теперь считается знаковым символом периода британского правления. Само здание теперь более известно как Главная стража. Казр делит Каэрмерн Тезаура, бывшая сокровищница госпитальеров, а теперь в ней находится казино Мальтези, расположен в юго-западном конце площади, в то время как Хострел де Верделен расположен вдоль улицы Архиепископа в северо-восточном конце площади. На площади также есть 2 фонтана XVIII века, которые были построены во время правления магистрата Эммануэля де Раган-Палдук на каждом конце фасада канцелярии. В центре площади находится фонтан с водяными струями, установленный в 2009 году, а около ее северо-западного конца находится памятник, посвященный беспорядкам в Сеттижуньо 1919 года. Археологические раскопки, проведенные на площади Святого Георгия в 2009 году, показали, что это место было сельскохозяйственными угодьями до основания города Валетта в 1560-х годах. Площадь, возможно, была образована во время магистратуры Гуга Лубенкса де Вердаля, который был великим магистром между 1582 и 1595 годами. Монументальная колонна, увенчанная статуей волка, символа Вердаля, стояла на площади в период правления госпитальеров, но ее больше нет. Фонтан, снабжаемый водой из акведука Винекур, был возведен на площади Святого Георгия в начале XVII века, и церемония открытия акведука состоялась там 21 апреля 1615 года. Фонтан был изменен или заменен другим в XVIII веке, прежде чем был удален либо в поздний период госпитальеров, либо во время британского правления. Сейчас фонтан стоит в саду Святого Филиппа во Флориане, и его первоначальное положение на площади было заново обнаружено во время раскопок 2009 года, которые также выявили остатки подземных водных каналов. В период госпитальеров площадь служила рынком рабов, и там проходили публичные порки рабов. На площади также проводились карнавальные празднества, включая Куканджа. Площадь была переименована в Площадь Свободы во время непродолжительной французской оккупации Мальты. 17 января 1799 года Дан Микель Ксерри и 42 других мальтийских мятежника были казнены там французскими властями. В британский период площадь часто использовалась для военных церемоний, таких как смена караула, а Сэмюэл Тейлор Колледж называл это место «парадом». Площадь была фоном для нескольких примечательных эпизодов в истории Мальты, включая беспорядки в Сеттижуньо в 1919 году и церемонию награждения Мальты Георгиевским крестом в 1942 году. С 1980-х по 2009 год площадь была доступна для транспортных средств и использовалась в качестве парковки. В 2009 году мальтийское правительство отремонтировало, заново заасфальтировало и сделало площадь пешеходной за 1,3 миллиона евро, а в ее центре был добавлен большой фонтан. Отреставрированная площадь была открыта 7 декабря 2009 года. Памятник Сетти Джуни был удален с площади в рамках этого проекта и перенесен в Гастингс Гарденс в 2010 году, но в декабре 2016 года его вернули на площадь. На площади регулярно проводятся различные церемонии, выставки, цветочные фестивали и музыкальные мероприятия.